Друзья, привет! Меня зовут Макс Куратов, и мы сегодня реализуем с вами вот такой дизайн первого экрана. Мы задействуем такие инструменты, как Spline для реализации 3D-моделирования, Webflow для реализации самого сайта, ну и также подключим и очередной раз поковыряемся в анимации, которая добавлена не так давно в Webflow, такая как GSAP. Усаживайся поудобнее, и мы начинаем. Ну что ж, друзья, давайте первоначально разберем по крупинкам, как это будем реализовывать. Как ты догадался, первоначально нам нужно создать сцену в рамках Webflow, растянуть ее на весь бэкграунд. В самом Webflow мы должны реализовать с вами section, в этот section залить spline и поверх нарисовать контент. И последним этапом мы подключим с вами множество интересных анимаций. Ну что ж, друзья. Я об этом говорил неоднократно и в этом видео, и в этом видео, и в этом видео, как строится верстка в целом. Но я лишний раз позволю себе напомнить тебе, поскольку это важнейшая тема. Если ты поймешь принцип верстки, ты поймешь Webflow в целом. Сначала мы создаем section. Каждый блок это section. Внутрь нашего секшена мы добавим контейнер. Мы помним, что основная цель нашего контейнера это задать отступы сверху справа, сверху снизу. Внутрь нашего контейнера мы закинем 3 дива. Коробка номер 1, коробка номер 2 и коробка номер 3. В большой коробке под названием Section мы скажем, пожалуйста, все, что внутри меня находится, выравнивайся по вертикали и растягивайся по Space Between. Имеется в виду, что верхний приклеивайся к верху, нижний к нижнему, а центральная часть останется неизменно. Верхнюю часть, ну здесь разбирать нечего. Внутри нашей коробки есть две коробки, одна и вторая, а нашей родительской коробке мы сказали, что один элемент приклеится к левой части, второй к правой. Сюда закинули 4 текста, сюда закинули 1 текст. Такой же принцип. У нас снизу есть две коробки, внутри каждой коробки у нас есть по 2 элемента. Почему по 2 элемента? Поскольку помимо нашего текста есть еще div, которому мы задали ширину 1 пиксель. И за счет анимации мы сделали ему этот блик. Ну, собственно, и все, мой друг, это и вся верстка. То есть, если ты смотришь не первое видео, для тебя это должно быть знакомо. Если я обновлю страницу, мы увидим, что первоначально у меня есть какой-то бэкграунд, у которого scale за счет какого-то промежутка времени у меня увеличивается. Как это реализовано? Давайте подготовимся. Нарисовал первоначально четырехугольника. Какой? Как и экран. 1920 на 1080 пикселей. Залил его в должный цвет за счет фила, ляпа, за счет пера. Нарисовал произвольную фигуру, какую захотите, хоть контур имейджа. Зафилили его, за счет направляющих разместили по центру. Выбрали 2 элемента и за счет булевых операций вырезали один от другого. То есть у нас есть сейчас четырехугольник, у которого есть дырка. Ну что ж, погнали разбираться, как это сделано в рамках сплайна. Давайте сначала теория. Что мы видим? Мы видим объект цилиндрический, который по истечению какого-то времени циклично меняет свою форму. Давайте сначала проговорим в теории, как это реализовать. Я неоднократно говорил, что любая анимация в сплайне строится за счет 3 действий. Первое действие это state, второе это event и action. В states у нас должно быть 2 состояния. Первое состояние и второе состояние. То есть, как ты уже догадался, нам нужно какой-то переход с первого состояния во второе состояние и задать это время. То есть мы можем нарисовать фигуру, переключиться на Stage 2, отодвинуть ее, и у меня есть 2 состояния. Фигура здесь, фигура здесь. В данном случае у нас эти 2 шага отвечают за искажение. Дальше. Event. Edit Event и Action. Edit Event — это при каких обстоятельствах в силу вступает анимация. При скролле вниз, при скролле вверх, при нажатии какой-то клавиши или просто сразу в силу вступает. Так вот, что просто она сразу в силу вступала, за это отвечает Start. И третий показатель — States, Edit и Action. Action — это как раз настройки. Сразу в силу вступает анимация с состояния одного в состояние второе, за сколько секунд, с какими задержками и прочее. Так вот, именно здесь я сказал, что, пожалуйста, исходи из первого состояния во второе состояние за 100 секунд. И залупил, то бишь луп отвечает за повторение. С этим разобрались. Мы создали, как это происходит, при каких обстоятельствах, с какого в какое положение. Ну что ж, мой друг, теперь давай разбираться, как сделать этот объект. Естественно, мы это будем реализовывать за счет сферы.
есть у нас сфера. Также есть у нас материалы. Одна из ключевых задач работы в Spline — это правильное назначение материалов. На данный момент у нас есть цвета серый, а также источник света. Пока что оставляем неизменно. И, естественно, мы добавляем, ну как естественно, если это твое первое касание в Spline, и это первое видео, которое смотришь на моем канале, то далеко не естественно. Ну окей. Так, мы выбираем маткап. А маткап — это такой же материал, как и свет, и цвета. Дает нам возможность назначить эту фигуру или глянцевую, или стеклянную. То есть разные степени мата. Ну, ребята, если не углубляться, мы также можем накинуть туда и имейдж. Теперь нам нужно его немножко исказить. То есть взять энное количество пальцев и вдавить каждый палец в нашу фигуру. За это отвечает тоже материал, который называется у нас в самом низу Displace. Displace позволяет нам искажать нашу фигуру. У нас есть как показатель этого искажения, а также дополнительные настройки. Про все эти настройки я рассказывал в кухне Spline. Что я хочу сделать? Ну, максимально что-то там на 100, типа, стайл. Окей, и давайте поработаем с этими показателями. То есть найдем какую-то с вами середину. Окей, мне нравится. Это мое будет первое состояние, и если я включу предпросмотр, оно у меня статичное. Почему? Поскольку не задан state 2. Добавляем state номер 2. И если мы будем юзать все эти показатели, они будут отвечать конкретно за шаг номер 2. Что я хочу сделать? Давайте просто показатель увеличим. Итак, у меня есть первое состояние и второе состояние. Добавляем ивенты. При каких обстоятельствах должно переход быть с состояния первого во второе? Старт, то бишь сразу, а могли там при нажатии клавиши, при наведении и множество другого. Хочу старта. Transition отвечает за настройки этого перехода с А в точка Б. С какого? С base state в state, за сколько? Так, давайте сделаем 5 и пинг-понг, то бишь анимация состояния первого во второе и идет обратно, и туда-сюда. Теперь, если я включу предпросмотр, за 5 секунд у меня будет искажение с одного состояния в другое состояние, и по истечении 5 секунд у меня будет полностью обратка. Если бы мы сделали не 5 секунд, а, например, 20 секунд, то там этот пинг-понг был бы незаметен. Собственно, как я здесь это все и реализовал. Ну что ж, мне эта деталь не нужна, но помимо этого всего, друзья, у меня здесь еще много напичкано. При наведении у меня появляется самый обыкновенный имейдж. Ну, почти. Помимо этого всего, у меня есть еще крупины, которые двигаются за счет нахождения моего курсора. Также, мой друг, важно выставить источник света и источник камеры, поскольку самые основные три показателя Spline — это моделирование, источник света и камера. Что такое источник света? Давайте просто добавлю. У нас их множество есть. Есть точечный. Я вот на курсе рассказывал, что вот давайте на примере комнаты. Точечный источник света — это лампа. А обычный источник света — это, собственно, тот свет, который преломляется с открытых окон, и прожекторный — это как в театре, то есть конкретно на тебя идет прожекторный. Ну, давайте я просто создам какой-то точечный. Здесь я сделаю интенсивность побольше, и за счет этого точечного мы можем задавать или подсвечивать какие-то элементы. Мало того, мы этот свет можем даже и анимировать. Ну, в данном случае я его просто удалю. Разобрались. Но я, мой друг, отдаю себе отчет в том, что я много сейчас упускаю. Как настроить свет, как настроить камеру, просто видео будет бесконечным. Если, мой друг, тебе интересно разобраться в программе 3D Spline, это неотъемлемая часть для любого веб-дизайнера. Это создание 3D элементов, которыми ты наполняешь свои сайты. А уже в кухне Framer и кухня Webflow ты реализовываешь эти сайты. Кухня Spline 6,5 часов, 51 видео, 16 практических уроков, русский язык преподавания, доступ тебе дается бесконечно и один чат поддержки. Первоначально мы будем учиться с вами моделированию, то есть это база, так сказать. Потом мы всю эту базу будем учиться перекрашивать, работать с цветом, то есть правильно направлять эти цвета. Дальше обязательно неотъемлемая часть — это анимация, и мы будем рассматривать всевозможные варианты ивентов. Ну вот, кстати, обратите внимание, что именно в этом уроке мы будем учиться реализовывать вот эти крупицы, бегающие за движением вашей мышки. Дальше, мой друг, куда без физики, здесь есть и гравитация, которую можно также подключать, ну, естественно, много-много-много практики.
Переходи umapalata.space, ссылку я оставлю тебе в описании, изучай программу курса и делай должные выводы. А мы возвращаемся, мой друг, в Webflow. Ну что ж, дружище, давай смотреть, из чего это состоит. У меня есть div-блок, который отвечает как раз за вот эту, так сказать, дырку. Окей, погнали. Есть у нас body. Body — это тело нашего сайта. После чего мы создаем section. Любой блок — это section. Каждый последующий блок — это section. В рамках нашего секшена есть контейнер. Задача нашего контейнера отвечает как раз за вот эти отступы сверху, снизу, слева, справа. Пускай тебя не смущает сейчас единица измерения VW, представь, что это 20 пикселей. Не будем углубляться, что это такое. Внутри у нас есть три дива. Раз, отвечающий за верхнюю часть, центральная часть и нижняя часть. Ровным счетом все то, как мы и разбирали с вами на этом примере. В верхнем диве у нас есть два дива. Один div приклеен к левой части, правый div приклеен к правой части. А коробки, которые окутают две эти коробки, мы сказали, пожалуйста, выравнивайся по горизонтальному флексу, space between. Имеется в виду одно приклей к левой части, второе приклей к правой части. Но мы могли это все приклеить к левой части, мы могли по иксам это по центру разместить, ну и соответственно то же самое по y. Но нам нужно именно space between. Одно приклеим к левой части, второе к правой. Разобрались. Есть у нас центральная часть. Она состоит из двух элементов: заголовок и кнопка. И диву, то бишь коробки, которые окутают эти два элемента, сказали, что пожалуйста по центру, по вертикали. Ну и низ, мой друг, я разбирать тоже не буду. Все предельно просто. Есть у меня два дива, один приклеили к левой части, второй приклеили к правой части. Ну, мой друг, я тоже не дурак, я понимаю, что вроде все понятно, а особенно когда мы здесь разбивали все по четырехугольникам. Если ты понимаешь, что такое автолайаут, то я уверен, ты и понял каждое мое слово. Но ежели нет, и ты хочешь разобраться, и ты хочешь делать обалденные сайты, которые, ну, ой, как востребовательны на Западе, и там уже совершенно другие денежки, я тебя приглашаю в самый мой масштабный курс, это кухня Webflow, где тебя уже будет ждать 112 видео, 13 часов контента. Ты сделаешь, ну не 3, мой друг, а порядка 5 сайтов, 62 видео, это только кухня Webflow, язык преподавания русский, доступ неограниченный, один чат поддержки, и также, мой друг, в стоимость входит 5 мастер-классов, которые по отдельности ты можешь купить, и общая сумма которых это $78. Они все входят в стоимость данного курса Webflow. Помимо этого всего, еще есть база знаний, которая постоянно обновляется, и именно в эту базу знаний я и запилю видосика, как пошагово от А до Я реализовал данную верстку. То есть мы пройдемся маленькими шажками с дотошным объяснением. Переходи, ссылку я оставлю тоже в описании, изучай программу курса и делай должные выводы. Ну и если, мой друг, ты не понимаешь, твое это или не твое, пройди практикум Easy Start in Webflow, пощупай эту программу изнутри, и при покупке данной практики у тебя будет минус 20% на курс Кухня Webflow. Возвращаемся обратно. Помимо этого контента, у нас есть еще два элемента. Один элемент, отвечающий за сплайн, а второй элемент, отвечающий за вот эту верхушку с дыркой. Но как нам подружить между собой все эти три элемента, чтобы вот эти два элемента не поддавались правилам контейнера? А у контейнера там свои, да, правила. Что-то выравнивается по леву, что-то по праву, там какой-то div, grid, flex, непонятно, да? Так вот, нам нужно, чтобы эти два элемента жили своей жизнью. Так вот, как это сделать? Есть у нас это div, мы должны его растянуть 100% по ширине, 100% по высоте. Данный четырехугольник, а div это что? Это пока что пустой четырехугольник. И нам его нужно залить имейджем. Как это сделать? Во-первых, по центру, cover. И, как я говорил, нам нужно его сделать независящим ни от кого. За это как раз и отвечает position. Все элементы на сайте, которые дружат между собой, зависят друг от друга, это порядка 99%, это все сделано по статике. А если я не хочу, чтобы какой-то элемент поддавался правилам, я делаю абсолют на всю ширину. Чувствую, нужны пояснения. Давайте смотрите, у нас есть сайт. В рамках нашего сайта есть карточка товара. Я не буду ее наполнять контентом, но понятно, что это один div, внутри которого есть элементы,
И данному диву мы назначили, что, пожалуйста, там выравнивается все по горизонтали или по вертикали. Но бывает очень часто таких случаев, особенно в интернет-магазине, когда в верхней части каждой карточки есть элементы по типу сейва, там new, проценты. И как нам сделать, чтобы она и была составляющей моей карточки, но я ее мог тягать куда угодно, чтобы она не поддавалась никаким правилам. Именно этому элементу задается абсолют. И в самой верстке мы ее приклеим просто к верхнему правому углу. Вот и вся магия. Дальше Spline, Ctrl-E. Ctrl-E это обычный поисковик, или же мы просто можем добавить и найти вот здесь Spline. Вот тут Spline. Добавили Spline, подгрузили сюда URL. Какой URL и где его взять? Export, Viewer и копируем ссылку. Ну, почти копируем. Давайте Ctrl-V. В поисковую строку вставить, и нас интересует именно вот эта часть. Ctrl-A, Ctrl-C. Возвращаемся в WebFlow. Давайте закину в самый верх, чтобы мы ее видели. Вот она. Она в самом верху и все перекрывает. Теперь я хочу сделать ее абсолютно и растянуть по высоте, по ширине. Вот и вся магия. И единственный момент, нам очень важно закинуть под низ нашего контента. Как это сделать? За это в верстке за это отвечает Z-индекс. В Figma за это отвечают свои, в фотошопе свои, а в верстке это Z-индекс. Просто достаточно поставить -1. Теперь давайте поговорим о самом интересном, это анимация. Ну что ж, не так давно, как работала у нас анимация. Мы должны были выбрать любой элемент, нажать Interaction, и у нас был классический Interaction. Это Element Trigger, Page Trigger, на курсе мы все это там прям подробнейше разобрали. Но также у нас есть уже новая фича, анимация GSAP. Если в первом классическом случае мы делаем это все в виде таблицы, то именно GSAP у нас, вы знаете, как временная шкала. Сейчас покажу. Вся шкала по ширине у нас отвечает за время. И здесь, если я буду вести этот курсор, я увижу в каждый момент, что происходит. Друзья, это настолько удобно, это настолько упрощает жизнь. И чтобы подружить между собой все анимации, нам нужно было каждому элементу задать свою задержку. Имеется в виду, через сколько секунд она вступит в силу. Если я включу с самого начала, мы смотрим, что заголовок у нас работал не сразу, а с задержкой 0,5 секунд. Но если я сейчас просто подвину сюда, то как только подгрузится у меня сайт, сразу в силу вступает эта анимация. Не нравится? Отодвигайте, будет такая задержка. Слишком быстро происходит эта анимация. Окей, давайте удлиним, и теперь эта анимация будет происходить намного медленнее. Это настолько, мой друг, удобно. Я очень тебе настоятельно рекомендую посмотреть предыдущее видео, я более подробно рассказал про данную анимацию GSAP. Итак, что я сделал? Первое. Это заанимировал вот эту штуку. Прежде чем я расскажу как, я немножечко напомню, если ты позабыл с предыдущего видео. У нас есть состояние from to, то есть мы выставляем показатели первоначальные и второстепенные. За сколько секунд с вот этих показателей будет переход к вот этим показателям. В данном случае у меня Scale 1. Scale 1 соответствует, ну вот как мы его загрузили, так он и загрузил. То есть у нас полностью заливка с вот этой дыркой. И Scale отвечает за увеличение. У меня есть задержка в полсекунды, грузится сайт. И сейчас с единицы в 60 у меня увеличивается эта картинка. Custom 2 – это анимация, отвечающая за анимацию H1. Давайте посмотрим, как это происходит. То бишь, с невидимого кармашка вылазит у меня поэтапно, причем рандомно каждая буква. То есть она снизу, и за 1 секунду она у меня будет подниматься на высоту 100%, от 100 до 0. Если бы я хотел бы, чтобы это происходило сверху, то, соответственно, мне надо было поставить -100, и будет то же самое, только сверху. Как сделать рандомное появление буквы? За это отвечает сплит текста, варианты буквы, слова или линии. Ну, в данном случае я хочу, чтобы это были буквы. И from random, то есть рандомно будут появляться эти буквы. Ребята, если вы обратите внимание вот сюда и вот сюда, вы увидите, что это проделано идентично так же, как и заголовка. Рандомное появление, давайте я выберу какой-то текст и посмотрим. Я его первоначально опустил на 100%, за 0,5 секунд он вернулся на свою высоту, и сплит у меня буквы. И последнее, это наши полоски. То есть я хочу, чтобы, находясь сейчас на сайте, они у меня блимкали. Сначала поставьте на паузу и подумайте, как это заанимировать. Вот мой div,
Смотрим. Первоначально он у меня прозрачный, и я хочу, чтобы с нуля он переходил в 100%. И все, что мне нужно было сделать, это просто поставить Infinity, то есть повторяя эту анимацию. Вот, собственно, что такое анимация GSAP. Это безумно удобно, безумно легко и многофункционально. Давайте еще раз насладимся этой анимацией и будем с вами заканчивать. Кайф? Кайфом. Полный разбор с точки зрения верстки я оставлю в базе знаний Кухня Webflow. А если у тебя, мой друг, есть желание познать что-то новое, есть вопросы, пиши свои идеи в комментариях, если они будут актуальны, будем обсуждать. А если это видео, мой друг, было для тебя полезным, то поставь лайк, подпишись на канал, и я буду тебе максимально признателен. С вами был Макс Куратов, пока!